Теплый вечер погружал двор в тишину. На лавочке под старым козырьком сидел пожилой мужчина Артур Миллер. Его гимнастерка была выцветшей, но безупречно выглаженной, а на груди поблескивали ордена. Он опирался на трость, взглядом провожая редких прохожих. Из-за угла появились двое полицейских, Дэн и Марк. Замедлив шаг, они заметили высокого подростка в черной худи у стены дома. Подошли и начали цепляться. «Карман покажи». Парень растерянно пытался объяснить, но тон мужчин становился все жестче. Артур поднялся. Его шаги были медленными, но твердыми. Подойдя ближе, он сказал спокойно: «Ребята, не грубите». Полицейские усмехнулись. «Ты кто такой, дед?» «Я ветеран», — ответил Артур, выпрямляясь. «И прошу с человеком по-человечески». Улыбки исчезли, но Марк бросил: «Домой иди, пока не поздно». Артур не дрогнул. Его голос стал тверже. «Форма — это не повод забывать, что вы тоже люди». В его глазах было то, что они не смогли выдержать опыт, память, смерть, пережитая лицом к лицу. На секунду оба растеряли уверенность. В этот момент во двор вошли еще трое мужчин. Это были ветераны организации «Стальная честь» Джордж Харрис, Уильям Форд и Сэмюэл Брукс. Они подошли к Артуру, и атмосфера во дворе изменилась. В их походке и взглядах чувствовалась сила, которую невозможно подменить погонами. «Что тут?» — спросил Джордж. «Эти двое забыли, что честь не только в форме», — ответил Артур. Взгляд ветеранов вонзился в полицейских. И тогда Джордж произнес негромко, но так, что двор замер: «На колени». Марк попытался возразить, но шаг назад перекрыл Сэмюэл. Вокруг уже собрались соседи, наблюдая в молчании. Давление стало невыносимым. И вот сначала Марк, потом Дэн опустились на колени. Артур посмотрел на них печально, без торжества. «Помните, форма — это не броня от совести». Полицейские ушли, не поднимая глаз. Ветераны остались еще минуту, пока двор не окутал закат. Подросток подошел к Артуру и тихо сказал: «Спасибо. Вы ведь могли просто уйти». Старик улыбнулся. Тогда бы они подумали, что правы. А это хуже всего. Вечер опустился окончательно. И в воздухе еще долго витало чувство: сегодня здесь восстановили справедливость. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.